Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобся на подписке. И не держи информацию в себе, как делаю я со всеми делюсь. Привет. Я от вас получил файлик с ассортиментом, который необходимо влить в наш файл для работы со сканированием. Первое, мы открываем этот файл от вас. Первое, что мне необходимо сделать, проверить, как подготовлена информация для импортирования в мою программку. Вот тут я открыл ваш массив данных. И что я вижу? Первое, я вижу, что у вас есть повторяющиеся значения. Несмотря на то, что, как мы тут видим слева, баркод разный, название повторяется. Они так не должны быть. То есть я тогда принимаю решение к названию вашего товара добавить еще и баркод. Что я делаю? Я делаю функцию «сцепить» равно сцепить вот эту ячейку, точку запятой, кавычка, пробел, кавычка, это обозначает, что мы между этой ячейкой и вот этой ячейкой будет пробел, 5 точку запятой, и добавить вот эту ячейку. И вот, видите, у меня название приобрело два вида данных, и название, и баркод. Встав на эту ячейку и нажав двойным кликом на крестик в правом нижнем углу, я распространяю эту формулу вниз по массиву. Распространил. Хорошо. Теперь я беру это. Видите, у меня тут формула. Копирую. И вставлю вот сюда, но уже не просто вставлю, а как числовые значения. Теперь посмотрите, что у меня получилось. Здесь у меня, видите, формулы нету, а если встану на эту ячейку такую же, здесь формула. То есть я искусственно убираю из значения ячейки с формулой просто в значение. Теперь эту можно удалить. Удалил. Но теперь мне еще надо проверить, обязательно нужно проверить повторяющиеся значения. Вот это очень важно, чтобы один и тот же баркод не повторялся несколько раз. Что мы делаем? Мы делаем условное форматирование, правила выделения ячеек. И я должен просто найти повторяющиеся значения, есть они или нет. Если их нет, то ничего не будет. Если они будут, то я их выделю, допустим, желтой заливкой. Вот так. Хорошо, смотрим. Во, видите, он нашел повторяющиеся значения. Такого быть не должно. Поэтому давайте найдем одно и то же значение. В чем у них может быть отличие? Беру вот эту, допустим, ячейку, иду вот сюда, ставлю фильтр и ввожу этот код, который повторяется. Вот. У вас одна и та же позиция. В одной строке почему-то у нее одна штука, а в другой строке у нее почему-то 3 штуки. Несмотря на то, что цены одинаковые. При таком влитии данных в программу, программа начнет путаться. Фактически это у вас одно и то же SKU, но почему-то в 2 строки. И 1, и 3 штучки. Поэтому вам необходимо устранить эти данные и сделать, чтобы это было все по одной строке. В данном случае я бы сделал так. Здесь будет 4, а эту строку я бы, допустим, удалил. Вот, что у вас это было одно наименование. Что можно еще сделать? Давайте по цвету сделаем. Вот, смотрите, сколько у вас данных. Вот эти вот все данные, вот они. Вот этот массив, он у вас повторяющиеся значения. Наверное, давайте так по возрастанию. Вот они здесь у вас по возрастанию и по цвету. Вот мы таким образом сгруппировали все эти данные вместе. Вот смотрите, одно и то же название. Здесь, значит, будет 7. Вот это удалить. А вот здесь почему-то блузка снег. Одна 252 рубля, а вторая 89 рублей. Здесь у вас тоже блузка снег. 231 код. Одна стоит 252 рубля, другая стоит 89 рублей. Тоже непонятно. И таким образом вы вводите программу в заблуждение. Она не может понять, какую выбрать из них. Вот эти все данные нужно вам переработать и дальше мне его прислать на доработку. Я могу этим сидеть заниматься, но сами понимаете, мне нужно понимать опять, какую из этих строк выбрать. Какую цену выбрать, какое количество просуммировать к другому количеству. Вот вам первое упражнение, которое нужно посмотреть. Я вам сейчас этот файл отправлю обратно, такой же, как он есть. Вы посмотрите и проанализируйте.